Плюс почти 100 баксов эта платформа принесла мне за 1,5 месяца. А это, на секундочку, плюс 50% чистого дохода. Трейдинг шел без меня, на полной автоматизации. Я зашел, понастраивал все, что надо, все, поглядываю только за депозитом. Я всегда отвечаю на все ваши комменты. Вот и увидел вот этот комментарий и другие. Это типа пауза, чтобы вы прочитали. Да все, уже прочитали. А еще и в личку пишите вопросы. Короче, интерес есть, значит надо делать обзор, разбор там от А до Я. Ну и конечно поделюсь некоторыми тонкостями в настройке и покажу своих ботов. С вами наблюдатель. Погнали! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь трейдингом с 2019 года, а также инвестирую в активы фондового и криптовалютного рынков. Платформа VLS Finance, платформа, на которой мы создаем торгового бота, подключаем его к своему аккаунту биржи и наблюдаем за смс-ками, которые приходят в Telegram. Все вроде бы круто звучит, но если честно, лично у меня сходу возник один вопрос. Доверять какому-то боту свой аккаунт с деньгами, а не заберут ли все мои деньги с кошелька? Нет, у платформы просто нет доступа к кошельку. Об этом расскажу. Более того, я увидел онлайн АМА-сессию платформы VLS на официальном сайте Binance. Вот тогда мне стало уже спокойней. И доверие как бы возросло. Да так, что я решил попробовать этого робота и проинвестировал 200 своих долларов. Как проинвестировал? Просто деньги у меня были на Binance. Так, я понял, пора нам регистрироваться и все настраивать. Начнем с того, что у тебя должен быть аккаунт на одной из бирж, с которыми работает платформа VLS, с которым она умеет работать. В данном случае на сегодняшний день это Bybit, OKEX, Binance, Gate.io и биржа Huobi. Так как у меня уже есть аккаунт на VLS Finance, я буду делать аккаунт своей девушке Ксю. У нее тоже есть Binance. Первое. Чтобы получить бонус до 10 баксов на свой счет VLS, нужно зарегаться по моей ссылке, которую я оставлю под этим видео. Находим, жмем. Дальше, запустити торгового бота. Обычная регистрация, нічого інтересного. Email, пароль придумали, нажимаем зареєструватися, отримати 10 баксов. Если у тебя есть какие-то вопросы, или по ходу появились, или у тебя уже их куча, допустим, я на них не ответил, здесь есть такая штука, как консультация. Когда на нее нажимаешь, то тебя перебрасывают на календарь, когда ты можешь забить себе место и 15 минут пообщаться с одним из разработчиков, которые работают на данной платформе. Они тебе помогут там либо бот настроить, либо на какие-то вопросы ответят, на которые, допустим, я не ответил. Такая 15-минутная веб-помощь. А если нам она не нужна, просто нажимаем пропустить. Теперь нас перебросило на начало и вводим то, что зарегистрировались. Увидь. Следующие наши шаги, конечно же, нужно сделать, это подключить Telegram, чтобы тебе все время не сидеть на самом аккаунте биржи. То есть тебе будет просто в Telegram приходить сообщение, что бот зашел в такую-то сделку, бот закрыл такую-то сделку. Для этого нам нужно подключить Telegram. Кстати, смотрите, здесь за это нам сразу же дают $2 на счет VLS. Давайте, отримати, активувати. Разрешить открыть Telegram бот. И смотрите, видите, в уголочке VLS Bot Finance. Нажимаем начать. Привет, Ксю, рады видеть тебя на платформе, туда-сюда, ля-ля-ля. У VLS есть свое комьюнити, своя поддержка VLS Support. Туда тоже можно подписаться для того, чтобы там за какими-то там новостями следить, что-то, возможно, новое запилят. Из последнего, то, что я знаю, сейчас добавили в бота стоп-лосс, возможность ставить стоп-лосс, это еще тоже будем разбирать. Все, мы нажали старт, больше нам тут ничего не надо. Дальше мы просто будем принимать сообщения. Поэтому возвращаемся. Ваш Telegram аккаунт успешно активирован. Сразу нам спасибочки 2 баксика кинули. Теперь начинаются уже важные темы. Сделать API-ключ. Возможно, некоторые даже не знают, что у них такое есть. У каждой большой централизованной биржи, типа Binance, Bybit и так дальше, можно создать свой API-ключ. Это специальный ключ, который позволяет сделать определенный допуск какого-либо приложения к своему аккаунту на бирже. Как раз это нам и нужно. Нам же нужно как-то соединить VLS с биржей. Для этого нам нужно зайти в саму биржу, именно веб-версию. В данном случае у меня это Binance, и моей девушки аккаунт. Нажать на панель инструментов, и здесь будет управление API. Создать API.
Нажимаем первое, сгенерировать системой. Создайте метку для ключа. Это у нас будет VLS. Далее, капча. Подтверждаем электронную почту, подтверждаем номер телефона, жмем «Отправить». Вот. Теперь здесь очень внимательно. Здесь очень важны вот эти вот галочки. Редактировать ограничения. Вот галочка. Включить фьючерсы. Включаем. И еще одну галочку, где нужно поставить, это вот здесь. Включить спотовую и маржинальную торговлю. Вот этот API никому давать нельзя, кроме как VLS. И то VLS можно будет только заходить в сделки и ничего более. Помните, да, то, что я говорил, что он не может, у него нету доступа к вашему кошельку, потому что просто API ему это не даст. Binance просто не пропустит к кошельку любого бота, потому что вы настроили все как надо. Дальше нажимаем «Сохранить», «Подтвердить». Возвращаемся в VLS, нажимаем «Отримати $2», да, там где вот створитый ключ API. Мы его сделали, все, нажимаем. Теперь имя API ключа. Я здесь выберу фьючерс, потому что я буду конкретно настраивать бота под фьючерсы. Можно еще под спот. Я его не тестил, но я уверен, что там тоже все четенько. API ключ и секрет. Вот эти вот два кода, которые на Binance, их нужно скопировать. API ключ. Первый копируем, вставляем. Дальше секретный ключ. Копируем и тоже вставляем. Проверить и сохранить. Готово. Нам скинули еще 2 баксика. Спасибо, очень приятно. API ключ мы сделали. Ну и, конечно же, самое интересное, сделать-то самого бота первого. Здесь еще есть привести друга в VLS, получить еще 5 баксов. Это вы уже там смотрите сами. Обычная реферальная система. Привел, получил. Нажимаем «Получить $1». Настройка бота. Создаем твоего первого бота. Параллельно буду рассказывать про некоторые тонкости, которые, я думаю, лучше прислушаться, потому что я как бы уже через это прошел. Есть один минус, с которым я столкнулся, я про него тоже расскажу. Все постепенно. Биржа Binance Futures готова. Дальше. API ключ. Тоже уже мы все загнали, все подогнали, все выбрали, уже есть. Теперь очень важный момент. Есть отдельно бот, который создается, либо лонги он будет только заходить, либо только шорты он будет заходить. Он не будет заходить и туда, и туда. Это то, что ты как настроишь. Вот чем, кстати, отличаются боты, настройка ботов данной платформы VLS и от других ботов, которые в Bybit есть, в Binance есть, я их пробовал, я знаю, там тоже настройки. Здесь у тебя руки развязаны. Наверное, по-хорошему сделать, конечно, как минимум 2 бота. Один будет лонговать, другой будет шортовать. Но, опять же, нужно здесь будет подобрать именно с каким активом он будет работать. На каждый бот один актив. Лично у меня 3 бота, я их потом покажу. Один из них шортовый. Я его, кстати, сейчас отключил, потому что я прикидываю, что сейчас рынок пока в моменте развернулся. Поэтому я оставил только 2 лонговых бота. Один у меня лонгует Atom и еще один лонгует Bitcoin. Давайте для примера сделаем лонгового бота. Допустим, пускай это будет Matic. Бот, который будет лонговать, заходить только в лонг по матику. Сдать пару Matic к USDT. Хорошо. Теперь еще один важный момент. Деньги, которыми будет торговать бот. Для этого у тебя должны быть уже подготовлены деньги на твоем счете Binance. В данном случае это именно фьючерс. Бот же фьючами будет крутить, правильно? Я попросил Ксюшу, чтобы она часть своих денег, которые она отложила для инвестиций, проинвестировала в данного бота. Я ей предложил, она согласилась. 38 баксов. Так, хотелось бы, чтобы это было более ощутимо. Давайте я по секрету закину ей еще 200 баксов, только вы об этом не говорите. Она узнает потом, когда уже ролик посмотрит. Все, закинул ей, сделал такой маленький сюрприз. Сразу вопрос, который у тебя прозвучит, я уверен. Не сейчас, так потом. Хорошо, я выделяю этот аккаунт для своей платформы VLS, хорошо. Вот будет здесь работать. А я могу работать, продолжать, как и раньше, да, допустим, вот как ты там в лонг заходил, шорт. Да, но ты должен учитывать, что боту нужно будет сумма, которую ты выделишь. Сейчас мы дальше в настройках поставим. А остальное берешь, торгуешь как обычно. Бот будет просто заходить в сделки, и снизу будет у тебя видно, как обычно, как какая-то открытая сделка. Просто их не трогаешь, потому что это работает в VLS. Все. А ты себе как заходил, так и заходи себе и раньше. Просто вы друг другом не пересекаетесь, работаете как на одном аккаунте. Денежку я подготовил, возвращаемся в VLS.
перезагружаем здесь депозит, чтобы он прочувствовал. Окей, прочувствовал. Итого 237 USDT на балансе Binance, не Veles, не путаем, которыми Veles будет руководить. Введите сумму депозита, с которыми будет работать бот. Прикинуть нужно. Если ты одного бота будешь создавать, напишем $200. И то это даже много. Видите, снизу пишет, что не рекомендуем использовать больше половины денег. Прикинем, что ты потом в будущем еще пару ботов откроешь, пускай это будет $70 на одного бота. 3 бота будет по $70, 210. Еще $20 остается. На всяк случай, пускай будет. То есть все бабки мы не заливаем, не делаем, чтобы Veles на все торговал. Теперь плечо. Важно, если это Matic, это альткоин, то здесь плечо большое выставлять не стоит. Лично я себе поставил 10-е плечо, больше не нужно. Только если ты выбираешь биткоин, да, то вместо Matic будет биткоин. Биткоин менее волатильный, ему можно больше плечо, например, 20-е. А вот еще одна просто супер-мега важная штука – перекрестная или изолированная маржа. Я изначально поставил себе изолированную. Я ни с кем ничего ни у кого не спрашивал, хотя у меня есть прямой выход на разработчиков данной платформы. Я все знаю, я все сам разберусь. Выставил то, как сам думал. И у меня произошла большая проблема с одной сделкой. Это было BNB, бот, который шортил. А все мы помним, как стрельнул биткоин с 16 тысяч на 20. Вот это такое вот там целых 2 недели летело все вверх. А бот-то у меня шортовый. И я понимаю, что он усредняется. А потом пришел момент, когда он даже не мог усредниться, потому что у меня ликвидация была ниже. Это все из-за того, что была изолированная маржа. Мне благо повезло, я уточнил и говорю, что мне делать с этим ботом. Я уже начал уже спрашивать у специалиста, связался, говорю, что делать? Говорит, поставь кросс-маржу, не нужно изолированную, боту нужно развязать руки, чтобы он мог усреднять столько, сколько ему надо. А я ему, получается, перерубил руки, такой, нет, ни хрена, кросс нельзя. Мы же знаем, да, что кросс нельзя. Я до сих пор торгую и буду продолжать ручками, да, когда трейдить на изолированной марже. Но для бота, для усреднения, чтобы он был более поворотливый, ему нужно кросс-маржа. Вот такая вот маленькая от меня история, это был у меня такой опыт, поэтому после этого я всегда ставлю все боты у меня сейчас на перекрестной марже. Дальше, режим торговли. Есть у нас консервативная, есть такая среднячок, скажем, и есть агрессивная. Я не думаю, что агрессивная это лучший вариант. Как по мне, и у меня точно так же стоит, я себе выставил все консервативные настройки. Самые простецкие, самые скромные, минимальный риск, который позволяет этот робот Veles, поставил консервативный. Здесь ничего не трогаем. Я вот нажимаю вот эту кнопочку, видите? Вот это типа проверить настройки сетки. То есть это усреднение, которое будет делать бот, если все пойдет не по плану. Бот лонговый. А если цена падает, он будет усредняться. Так вот, он заранее проставляет, видите, вот такую сетку лимитных ордеров. Вот новая функция, которая появилась сейчас у Veles. Тогда, когда я регистрировал, ее еще не было. Это стоп-лосс. Фиксация убытков, если прям слишком все пошло не в твою сторону, окей, нормас, это нормально. С другой стороны, если у тебя кросс-маржа, как вот мы поставили, да, нужен ли стоп-лосс? Я не знаю. Честно, я не знаю. Наверное, вы пробуйте потом сами включать, не включать. Поэтому пока я не буду это трогать. Наверное, если бы я поставил изолированную маржу, то, наверное, стоп-лосс надо поставить. Погнали дальше. Профит 0,75%. Я себе здесь выставлял 1%. В данном случае у нас Matic, да? Если у нас цена идет по плану, у нас лонговый бот, здесь бот зашел. И если цена пойдет на 1% вверх, по плану, при достижении плюс 1% будет фиксация прибыли. Но PNL в Binance ты себя увидишь плюс 10%, потому что у нас 10-е плечо. Трейлинг стоп я не ставлю. Логарифмический расподел цен. Я включаю фильтры для старта бота. Это инструменты, от которого бот отталкивается. Здесь момент есть, чтобы войти в лонг. Опа, он включился и зашел. 6 фильтров вот так вот с головой. Все, нажимаем створити бота. Ламаю Matic в лонг.
Запускаем его. И смотрите, вот здесь справа запущенных висит единичка. То есть вот этот бот, но он, видите, он ждет сигнала. То есть он не будет сейчас сразу залетать. Он дождется, когда вот эти 6 инструментов покажут, пора заходить. Тогда он зайдет в лонг. Итого $5 уже есть на счету. А также по поводу комиссии. Сейчас пару слов расскажу. Комиссия. Нажимаем вот сюда на шестеренку в углу. Деньги, которые здесь, они выделяются, они лежат именно на Veles, именно в самой платформе. Для чего? Из-за того, что Veles не имеет доступа к твоему кошельку, там Binance, Bybit, неважно, да, к твоему аккаунту на бирже, Veles выгодно закрывать плюсовые сделки, потому что именно с плюсовых сделок он берет себе комиссию 20% от прибыли, которую у тебя получил. Комиссию он будет забирать от сюда, вот здесь, вот с вот этой вот строчечки. Поэтому вот эти вот первые деньги, которые после регистрации ты получаешь, да, там создал бота, зарегался туда-сюда, видите, $5, вот буквально вот за 10 минут $5 упало. Для теста данного бота это вот так вот. Также к этому всему, это тоже такое есть обновление, насколько я знаю, что сейчас можно пробовать регаться в этого бота, имея только $1 на фьючерсах. После того, как ты все запустил, все оно работает, бот уже ожидаешь сообщения. Вот здесь очень классно есть кнопочка, называется статистика. Все ежедневные сделки, в которые входил бот, сколько он приносит тебе прибыли. Вот, смотрите, сейчас сразу покажу вам, я же обещал показать своих ботов. Вот у меня 2 бота в сделке, 1 бот остановлен, тот, который у меня шортовый, я пока его не трогаю. За последний, это что мне показывает? Последний месяц, ровно за месяц последний $74. Ну, за 1,5 месяца там 95 уже. Вчера это было $3,7, позавчера это было $2, 4, 3, 5, 6, ну вот так вот. Самое крутое это было $8. Еще один огромнейший плюс, это очень, ну лично мне очень нравится простота данного сайта. Настройка бота, капец сколько настроек, как хочешь можешь настраивать. Удобно, красиво, поддержка на хорошем уровне. Что еще надо? Все, еще и бабки приносит. Посидел, я подумал, и я понял, что не получилось у меня минуса найти, честное слово. Один минус, ну это больше не минус, это больше мой такой негативный осадок остался после того, когда я BNB, когда у меня, да, шортовый бот, а все полетело вверх. И из-за того, что была изначально неправильная настройка бота, мне было больно, и потом мне пришлось вручную закрывать сделку. Минус был большой, но я дождался, когда он уменьшился, потому что бот отвалился. Он сказал: братан, у меня изолированная сделка, я не могу ничего делать. И он мне тут написал, вот в уголочке, помылка, да, ошибку написал, и все, и он слился. Потому что изначально была неправильная настройка. И я просто вручную ждал, пока Binance мне покажет, что там минимальный какой-то минус по этому BNB, и я уже закрыл. Вот тогда это был единственный минус, но это опять же, это тяжело назвать минусом. Это скорее мой правтык в настройке бота. Бот настолько гибкий, если что-то произошло не так, это просто потому, что ты где-то что-то не так настроил. Значит, нужно по-другому как-то подкручивать. А это есть такая возможность. Поэтому вот за моих 1,5 месяца, сколько я в этой теме, я просто минусов просто вот так не знаю. Когда я жду коррекцию у биткоина? Рассказал в своем прошлом видео. А с вами был Ненаблюдатель. Покидоса!